Всем огромный привет! Мы рады вас приветствовать на нашем канале, и сегодня мы с вами посетим очень красивое место. Но перед началом нашего мини-путешествия, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и поделитесь с вашими друзьями. Давайте познавать Китай вместе! В Китае огромное количество потрясающих парков, как бесплатных, так и платных. И сегодня мы отправляемся в парк Линнань, относящийся к кантонскому архитектурному стилю, характерному для южных китайских провинций Гуандун и Гуанси. В этом видео линнаньская культура будет рассматриваться только как обозначение кантонской культуры, исторически доминирующей культурно-лингвистической силы в Гуандуне и Гуанси. Итак, стоимость входного билета на взрослого человека 45 юаней, это приблизительно $7. И если ваш ребенок выше, чем 1,20 м, то вы заплатите за него 25 юаней. Но наша дочка еще ниже, поэтому она прошла бесплатно. Мы посетили этот парк во время китайского Нового года, и здесь огромное количество красных фонарей. Есть даже доска желаний. Кстати, праздник фонарей в Китае проходит в 15-й день первого лунного месяца. Он наступает сразу после праздника весны. А красный цвет в Поднебесной символизирует счастье, успех и богатство. А это театр марионеток на кантонском языке. Хоть нам было ничего не понятно, но это потрясающе завораживающее зрелище. С давних времен в самых разных странах мира люди использовали кукол для развлекательных целей. Люди ставили при помощи кукол драмы и комедии. Позднее к таким спектаклям стали добавлять музыкальное сопровождение и звуковые эффекты. Кукольный театр самых разных видов всегда был популярен в Китае. Вообще, после 5 лет жизни в Суджоу, где практически все китайцы разговаривают на путунхуа, и лишь немногие люди старшего поколения говорят на суджоухуа, на юге Китая очень часто сталкиваешься с тем, что ты просто не понимаешь их речь, так как они говорят на кантонском, но при том практически все знают путунхуа. Вот и музей, который рассказывает о линнаньской культуре. Одна особенность – это то, что географически Линнань имеет отличительный климат от центральной части Китая, и поэтому в этих парках обычно окружают свои растения и цветы зданиями для защиты из-за частых ливней в регионе. Хотя за 6 месяцев жизни в Шунде здесь было очень мало осадков, но все еще впереди, так как сезон дождей и серости у них начинается с марта и может длиться 2-3 месяца. Классическая архитектура Линнань имеет тенденцию использовать бледные цвета, старается избегать круглых или цилиндрических структур, есть много открытых пространств, как балконы, так и террасы. Также свойственно украшать строение большим количеством рельефных резных фигурок и скульптур. Здесь есть 3 вида разных стен. Утрамбованная земля, голубой либо бирюзовый кирпич и устрицы. Свойственны для построек тех времен. Дом из устриц – это архитектурный стиль, возникший в Линнане в конце 16-го – начале 17 века. Он возник, когда некоторые кантонские деревни начали собирать устричные раковины с близлежащих побережий для строительства домов. Говорят, что использование раковин устриц помогает зданию стать более устойчивым к резким перепадам температуры, накоплению дождевой воды и заражению насекомыми. Раньше по всему Гуандуну были разбросаны сотни таких домов, но теперь большинство из них снесено. Вообще дома строили из материалов, которые были устойчивы к влаге и плесени.
Да, золотых рыбок в Китае можно увидеть везде, как и живых, так и в виде изображений на картинках. В Китае изображение рыбы считается благоприятным символом, сулящим счастье, процветание, богатство и гармонию, а также освобождение от всех ограничений. У китайцев есть примета, что изображение двух рыб особенно хорошо располагает в супружеской спальне, так как является символом счастливого союза. В садах обычно используются местные виды растений, такие как красные цветы хлопка, лотосы, орхидеи и личи. Ну и, конечно же, пагоды Китая. Это отдельный вид искусства. В Суджоу их очень много, а в Шэньдэ мы пока встречали от силы 2 или 3, но они все прекрасны. В этом парке заметно больше предметов народного искусства от скульптур до фарфора. Кантонский фарфор включает в себя нанесение различных цветов на белый фарфор и последующее закрепление цветов на фарфоровых изделиях с помощью слабого нагрева менее 800 градусов Цельсия, что является низким по стандартам фарфора. Этот стиль славится яркими красками и детализированными рисунками. Он возник в XVI веке. На этом у нас все. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если вы хотите более подробно узнать о кантонской культуре, еде, их языке, то пишите нам в комментариях. Мы постараемся для вас снять еще об этом ролик. Кстати, у нас есть 3 небольших ролика из Гонконга. Правда, тогда мы и не думали о канале на YouTube и снимали для себя. Так что переходите по ссылкам, смотрите и ставьте лайки. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч на нашем канале. Всем пока-пока.